Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на дачу! Сегодня готовлю знаменитые булочки Cinnabon, название которых произошло от названия всемирно известной сети кафе-пекарен Cinnabon. Cinnabon уже приготовили, наверное, практически все кулинарные блогеры. Но я все же тоже их решилась приготовить. Во-первых, потому что меня постоянно об этом просят. И мне хотелось бы поделиться своим рецептом этих вкуснейших булочек. Мой рецепт основан на книжном рецепте, но с моими небольшими изменениями. Булочки получаются действительно очень вкусными, мягкими, легкими, слоеными, с восхитительным ароматом корицы и очень вкусной, мягкой глазурью на основе сливочного сыра. Это действительно очень-очень вкусно. Давайте готовить. Для теста нам понадобится 250 мл молока, 600-650 граммов муки, 2 средних куриных яйца, 100 грамм сахара. По рецепту 75 грамм сливочного масла. Я возьму 40 грамм сливочного масла и 35 грамм растительного. 7 грамм моментальных или инстантных дрожжей и пол чайной ложки соли. В теплое молоко всыпаем сахар, соль, кладем сливочное масло и подогреваем, чтобы соль и сахар полностью растворились, сливочное масло полностью распустилось. Даем остыть до теплого. Вбиваем 2 куриных яйца, разбалтываем, вливаем растительное масло, размешиваем. И наша сдоба готова. Муку просеиваем. В миску я отложу примерно половину всей необходимой по рецепту муки. Всыплю дрожжи и хорошо размешаю, чтобы дрожжи равномерно распределились по объему. И буквально пару слов по поводу дрожжей, поскольку мне постоянно задают вопросы. Эти булочки, как, собственно, и другие, любые другие, можно испечь на любом виде дрожжей. Отличие будет только в количестве дрожжей и способов введения в тесто. Остановлюсь буквально в пару словах на каждом виде дрожжей. Если вы будете использовать живые, либо, как у нас принято называть, мокрые дрожжи, то их понадобится в 3-4 раза больше, чем сухих дрожжей, то есть, скажем, около 25 граммов. Эти дрожжи нужно предварительно растворить либо в теплой воде, либо в теплом молоке. Затем нужно вместить в этот раствор дрожжей небольшое количество муки. Можно добавить щепотку сахара, дать подняться шапочкой. И затем уже в таком виде добавлять в тесто. Если вы будете готовить на сухих дрожжах, то имейте в виду, что сухие дрожжи бывают моментальные, либо инстантные. Вот меня постоянно ругают за это слово, но такой уж кулинарный сленг. И активные. Я готовила эти булочки на моментальных дрожжах. Моментальные дрожжи можно смешивать непосредственно с мукой. Это, кстати говоря, указано на упаковке от дрожжей. Поэтому, если вы работаете с моментальными, никаких предварительных действий с дрожжами не нужно. Просто смешивайте с мукой и все. Если у вас дрожжи сухие, активные, то эти дрожжи нужно предварительно растворить. Растворяют их в небольшом количестве теплой воды. В молоке не растворяются очень плохо, поэтому здесь рекомендуется взять именно воду. Воды берут где-то примерно в 5-6 раз больше, чем дрожжей. То есть если 7 граммов дрожжей, то можно взять там 35-40, но это не столь важно, миллилитров теплой воды. Воду берите из общего количества, просто часть молока замените на воду. Растворяете дрожжи в воде, затем желательно их активировать, то есть также вместить небольшое количество муки, можно добавить щепотку сахара, дать подняться шапочкой и в таком виде уже добавлять тесто. Активных дрожжей, как правило, берут столько же, сколько и моментальных, инстантных. Ну, существует мнение, что они все же менее активные, чем моментальные дрожжи. Поэтому иногда их рекомендуется взять немного больше. Если по рецепту моментальных 7 граммов, то активных можно взять, скажем, 8 граммов. Этого будет вполне достаточно. В центре мучной горки сделаю лунку, волью сдобу. К этому моменту сдоба должна быть теплой.
но не должна быть очень горячей. Ее температура не должна быть выше 37 градусов Цельсия, поскольку если она будет очень горячей, это приведет к тому, что часть дрожжей погибнет и тесто хуже поднимется. И далее будем постепенно подсыпать муку и замешивать тесто. Когда тесто станет настолько густым, что с ним будет трудно справиться ложкой, я перейду на рабочую поверхность. Высыпаем всю оставшуюся муку, выкладываем тесто и по обычной технологии вымешиваем гладкое однородное дрожжевое тесто. Я на этот раз буду замешивать тесто руками, но, конечно же, при желании наличия должной техники, кухонного комбайна, хлебопечки, вы всегда можете доверить замес теста технике. Сэкономите время и силы. Постепенно подсыпаем муку и тесто месим и еще раз месим. В рецепте я указываю 600-650 граммов, поскольку и мука везде разная, и размер яиц тоже может отличаться. Поэтому и муки может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Мне на этот раз понадобилось 630 граммов. Очень важно тесто хорошо вымесить, как говорят, до чистых рук, чтобы тесто легко отставало от рабочей поверхности и рук, оставляя их чистыми. Тесто округляем. Миску слегка смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто, накрываем и оставляем в тепле примерно на час. Тесто должно вырасти в объеме в 1,5-2 раза. Для посыпки нам понадобится 3 столовые ложки молотой корицы. Я взяла 15 граммов. 200 грамм темного сахара. Если темного нет, можно взять обычный белый сахар. И 75 грамм сливочного масла. Сливочное масло заранее достаем из холодильника и оставляем на рабочем столе, чтобы масло согрелось, стало мягким и легко размазывалось. Смешиваем корицу и сахар. Корицу можно взять по вкусу. Можно взять больше, меньше. Можно готовить эти булочки и вовсе без корицы. Взять для прослойки только сахар. Подошедшее тесто выкладываем на рабочий стол. Обминаем. Обминать тесто нужно для того, чтобы в тесте склеились клейковинные карманы. И в результате булочки получились мелкопористыми, без крупных пузырей. После обминки тесто накрываем и оставляем на 10-15 минут для отдыха. Во время отдыха в тесте расслабится клейковина муки, оно станет более мягким, податливым и не будет сопротивляться при раскатывании. Его будет проще и легче раскатать. Отдохнувшее тесто раскатываем. Раскатываем в прямоугольник, примерно до размеров 40 на 50 сантиметров. При раскатке при необходимости пользуемся мукой. Раскатанное тесто смазываем сливочным маслом. К этому моменту масло должно быть мягким. Для этого его нужно предварительно достать из холодильника и дать согреться до комнатной температуры. Растапливать масло не нужно. Дальний край теста оставляем не смазанным. Оставляем полоску шириной примерно в 1,5-2 см. Это нужно для того, чтобы мы смогли легко скрепить рулет. И он не разворачивался. Просыпаем смесью сахара и корицы. Небольшое количество смеси, примерно 1-2 столовые ложки, я оставлю. И сворачиваем в рулет. Я обычно сворачиваю свободно. Очень плотно сворачивать не нужно, поскольку в этом случае при расстойке булочки будут подниматься конусом. А если рулет сворачивать свободно, то булочки получатся ровными. Хорошо прорабатываем, скрепляем край теста. При необходимости рулет можно вот таким образом подровнять, чтобы он был более-менее равномерный по толщине. И затем разрезаем рулет на 12 равных частей. Ширина каждой части примерно 4-4,5 см. Чтобы разрез теста получился ровным, чтобы слои не склеились, не смялись, я обычно разрезаю тесто вот таким образом. Короткими пилящими движениями. Как вариант, рулет можно нарезать при помощи зубной нити. В одну из тарелок кладем 1-2 столовые ложки муки,
В другую высыпаем оставшийся сахар с корицей. И затем каждый рулетик перед тем, как выложить на противень, с одного края обмакиваем в сахарной смеси, а с другого края в муке. В муке я обваливаю для того, чтобы рулетики не протекали при выпечке, поскольку внутри у нас есть сахар, есть масло. При выпечке часть начинки вытечет, а мука этот процесс остановит. Может быть, не полностью, но в большей части. Рулетики свободно раскладываем на противень. Противень я предварительно застелила бумагой для выпечки. Противень у меня стандартный, размеры примерно 30 на 40 сантиметров. Накрываем и оставляем в тепле для расстойки. В процессе расстойки тесто должно подойти во второй раз. Рулетики должны вырасти в объеме в 1,5-2 раза. Обычно на расстойку уходит 40-50 минут. Хотя здесь многое зависит от активности дрожжей и от температуры в кухне. Поэтому вам может понадобиться немного больше времени, а может быть немного меньше. Ориентируйтесь по ситуации. Подошедшие булочки ставим в предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку и печем до румяности. Пекутся булочки примерно 25-30 минут. Пока булочки пекутся, приготовим сырную глазурь. Для сырной глазури нам понадобится 50 грамм сливочного масла, 150 грамм сахарной пудры, 120 грамм сливочного сыра, пакетик ванильного сахара, пакетик это 8 граммов, и буквально щепотка соли. В миску всыпаем сахарную пудру, ванильный сахар, соль, вливаем растопленное сливочное масло и добавляем сливочный сыр. Я возьму упаковку сыра Альметте, у него нежная консистенция, сливочный вкус, и он легко замешивается в глазурь. Упаковка весом 150 граммов, я добавлю ее всю, поскольку считаю, что сыром глазурь не испортишь. Но повторюсь, что по рецепту сыра требуется 120 граммов. Размешиваем, и наша сырная глазурь готова. Достаем из духовки булочки. Вот такие они пышные, румяные. Перекладываем на решетку. Даем буквально 5 минут постоять, чтобы булочки не были обжигающе горячими. И смазываем сырной глазурью. И наши булочки готовы. Булочки действительно получаются очень вкусными, очень мягкими, легкими, воздушными, с восхитительным ароматом корицы и вкусной, мягкой сырной глазурью. Булочка у меня сейчас очень горячая, поэтому она с трудом режется, тесто мнется. Но даже по такому разрезу можно понять, что булочки очень легкие и мягкие. Итак, наши булочки с корицей, знаменитые синнабоны, готовы, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что они вам тоже понравятся. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.